Витаю! В этом видео при помощи решателя Elmer мы смоделируем обтекание потоком ветра высотного здания в форме трилистника. Итак, для начала в аппликацию зададим сетку конечных элементов. Вот наша 3D модель. Она представляет собой коробку с нишей в форме модели здания. В Elmer нет привязки к определенной системе единиц измерения. Поэтому 3D-модель желательно создавать в тех единицах, которые будут использоваться при расчете. Я буду использовать систему Си, и 200 на 100 на 80 единиц Elmer станут метрами. Переходим в МКЕ. Генерируем сетку конечных элементов. Для оптимизации времени расчета внешнюю сетку делаем крупной, а вокруг здания сгустим. Для этого добавим сетки регион, в который войдут все грани здания. Вводим параметр сгущения, нажимаем ОК. И не забываем обновить сетку. Вот мы видим, сетка вокруг здания сгустилась. Далее, чтобы в Elmer было удобнее назначать граничные условия, сгруппируем отдельные части сетки. Создадим группу для притока, для оттока, для неба, для стен, и для земли со зданием. Не забываем обновить сетку. Теперь сохраняем сетку в формате UNV. Не забываем указать расширение. И переходим в Elmer. Загружаем сетку конечных элементов. Смотрим сводку. Проверяем, что сетка в нужных нам единицах измерения. Теперь настроим расчет. В установках выбираем нестационарное состояние. Шаговый итерационный метод VDF. Порядок BDF ставим 2. Временной интервал 120 секунд. Размер шага 1 секунда. Также здесь можно указать имя файла исходных данных и имя файла результатов.
Нажимаем «Применить». Добавим вид расчета. Для течения жидкостей и газов используется метод Navier-Stokes. На вкладке Navier-Stokes ставим птичку «Активная». Настройки решателя оставляем по умолчанию. Ставим птичку «Применить ко всей схеме», «Добавить» и «Ок». Добавим материал. Это будет воздух при температуре 20 градусов. На вкладке General пишем плотность. На вкладке Navier-Stokes кинетическую вязкость. Ставим птичку «Назначить все схемы», «Добавить» и «Ок». Добавим граничные условия. Первым у нас будет отток. Пометим, что это отток. На вкладке Navier-Stokes вертикальную скорость пишем 0. Вдоль X и вдоль Y оставляем пустыми. Добавить. ОК. Следующие ограниченные условия будут стены. Помечаем, что это стены. На вкладке Navier-Stokes ставим птичку «Стены без трения». Добавить. ОК. Следующим граничным условием будет земля и дом. Помечаем, что это земля и дом. На вкладке Navier-Stokes все три скорости будут равны 0. Добавить и ОК. Следующим граничным условием будет небо. Помечаем, что это небо. Скорость ветра на высоте 80 метров примем равную 10 метров на секунду. Поэтому пишем скорость вдоль X 10. Добавить и ОК. Теперь добавим ветер. Скорость ветра у нас будет переменной по высоте. У Земли 0, на высоте 80 метров 10 метров на секунду. На вкладке Navier-Stokes скорость вдоль Z пишем 0, скорость вдоль Y 0, вдоль X пишем следующее выражение. Переменные координаты. Цифра 3 означает, что они будут меняться вдоль оси Z, то есть меняться по высоте. Real. Дальше пара цифр. Первая цифра координата, вторая цифра значение скорости. Ну и соответственно 80 метров, 10 метров на секунду. Помечаем, что это ветер. Добавить и ОК. Назначим граничные условия элементом сетки. Щелкаем «Назначать граничные условия» и щелкаем по сетке. Тут будет отток, здесь будет небо, это будут стены, здесь будет земля и дом, здесь будет ветер. Сохраняем проект, указав папку, куда будут записываться файлы исходных данных и файлы результатов. Все готово к расчету. Генерируем файл SIF. Проверяем, все ли в порядке. И запускаем расчет.
у нас тут появилась ошибка. Невозможно прочитать скорости. Она появляется из-за того, что мы ввели вот тут вот сложную формулу. Она устраняется достаточно просто. Нам нужно строку с формулой перенести в конец. Сохранить и выполнить. Вот расчет запустился. Ориентировочно он будет продолжаться минут 40. Вот расчет закончился. Запустим Elmer VTK. VTK не очень подходит для визуализации трехмерных задач, поэтому переходим в ParaView. Загружаем результаты. Слегка настроим внешний вид. Создадим 3D-визуализацию потока ветра. Теперь запустим анимацию. Вот мы можем наблюдать формирование завихрений в спутанном следе. Ну и, конечно, саму форму спутанного следа, который представляет собой два горизонтальных вихря.
На этом все. Дякую за увагу!